Всем привет, друзья! Сегодня у нас рубрика «Дешевое против дорогого», и сравнивать мы будем арбалеты. У меня есть вот такой замечательный арбалет фирмы Манкунг. И хотя он продается как игрушка, но на самом деле он очень мощный, и я бы не давал его детям младше 14 лет. Стреляет он вот такими пластиковыми стрелами с наконечниками из металла. Этот арбалет можно купить за $100, и он реально стоит своих денег. Это очень крутая штука. А еще я купил вот такой арбалет всего за $10, и это реально обыкновенная детская игрушка. Вообще он стреляет вот такими стрелами с присосками, но сегодня они нам не понадобятся. Я попробую зарядить в него вот эти серьезные стрелы с наконечниками из металла, и мы будем стрелять по одним и тем же мишеням из этих двух арбалетов и сравним их мощность. Кстати, здесь еще есть вот такой вот лазерный прицел, но он не работает, поэтому я его сниму и выброшу. Для начала давайте сравним их визуально. Этот арбалет Манкунг сделан из алюминия практически весь. Здесь только пластиковая ручка. Кстати, второе название этого арбалета — арбалет Кобра, потому что у него вот такой вот курок, который нужен для взведения. Вот так вот нажимается, смотрите, натягивается тетива. Я не буду делать этого до конца. Кстати, тетива сделана из очень плотного такого каната. Здесь скрученные нити. Она реально очень-очень крепкая. А вот эта часть сделана из композитного материала. В общем, добротный, качественный арбалет. Этот же арбалет сделан полностью из пластика. Он очень-очень легенький. Здесь вот тетива в виде какого-то обыкновенного шнурка. Вот, хотя, в принципе, довольно-таки неплохо натянуто. Ну что ж, давайте попробуем, как он взводится. Опа, есть. Ну, кстати, довольно сильная натяжка. Давайте первый раз попробуем выстрелить вот этой вот стрелой. А в комплекте есть еще вот такая мишень. Сейчас я попробую в нее выстрелить. Вау, слушайте, на удивление мощно. Смотрите, почти в десяточку. Кстати, меня очень интересует момент, можно ли зарядить эти стрелы в этот детский арбалет. И мне кажется, что можно. Да, смотрите, нормально заряжается. Единственное, что они здесь плохо держатся, и они просто выпадают. Нужно будет держать строго горизонтально, иначе просто выпадет. А стрелять мы будем по таким мишеням: антистресс с арбизами, куриное яйцо, яблоко и банка Кока-Колы. А в конце видео в качестве бонуса я выстрелю из арбалета по айфону, и мы проверим, выдержит ли он этот выстрел. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. И первой мишенью будет антистресс с арбизами, который я установлю на этот пластиковый бокал. Сначала попробую выстрелить арбалетом за $10. Итак, прицеливаюсь и стреляю. Антистресс целый! Стрела не смогла пробить шарик. Она просто отскочила от поверхности шарика и улетела. Арбалет за $10 слишком слабый и не может запустить стрелу с достаточной силой. А сейчас давайте выстрелим из арбалета за $100 и посмотрим, сможет ли он пробить антистресс с арбизами. Прицеливаюсь. Огонь! Вау, как круто! Шарик просто взорвался, как бомба, и арбизы очень эпично разлетелись во все стороны. Смотрите, часть арбизов наполнила бокал, а стрела, кстати, очень глубоко застряла в пенопласте, и мне пришлось приложить усилия, чтобы ее вытащить. А мы переходим к следующей мишени, это куриное яйцо. И первым будет стрелять арбалет за $10. Огонь! Мимо! Я промахнулся! Но стрела застряла в пенопласте, и это уже хорошо. Попытка номер 2. Снова промахнулся. Да что же такое? Стрелу почему-то сносит влево. Сейчас попробую прицелиться немного правее.
В этот раз я снова промахнулся, но стрела немного зацепила яйцо, и оно упало и разбилось. Давайте посмотрим на яйцо поближе. В нем нет дырок от стрелы, оно просто треснуло от того, что упало на стол. Поэтому давайте поставим новое яйцо и попытаемся еще раз выстрелить из арбалета за $10. Огонь! И в этот раз я четко попал в яйцо. Точно в центр. Яйцо пробито насквозь. Арбалет за $10, оказывается, может пробить яйцо. Вот как выглядит это яйцо вблизи. Точное попадание и пробитие насквозь. А теперь давайте поставим еще одно яйцо и проверим, что будет с яйцом, если выстрелить в него из арбалета за $100. Вау, смотрите, яйцо не просто пробито, его разорвало на части. Оно буквально взорвалось, такой силы был удар. Вот что осталось от яйца, бедное яйцо. А посмотрите, как глубоко вошла стрела. Ее почти не видно, только хвостик торчит. А потом я заглянул под стол и увидел вот это. Оказалось, что часть яйца отлетела, ударилась в стену и потекла вниз. Вот это да! А мы переходим к следующей мишени, и это будет яблоко. Как обычно, сначала стреляю из арбалета за $10. Вау, я попал! Оказывается, этот арбалет кое-что может. Стрела застряла в яблоке и сбила его со стакана. Вот так это выглядит вблизи. Стрела реально застряла в яблоке. Хотя, конечно, не очень глубоко, а только на глубину железного наконечника. Вот такая дырка получилась в яблоке. Давайте снова поставим яблоко на стакан и выстрелим в него из арбалета за $100. Огонь! Сначала я не понял, было ли попадание в яблоко, но потом посмотрел на замедленной съемке и увидел, что стрела, как пуля, прошила яблоко насквозь. Вот это скорость! Я подошел к яблоку и увидел вот такое сквозное отверстие. А теперь давайте расстреляем банку с колой. Но я, конечно, не буду делать этого в студии, чтобы не забрызгать колой все вокруг, а сделаю это на улице. И вот я с двумя арбалетами и банкой колы уже иду по лесу в поисках удобного места. Хорошо, что меня никто не видел, потому что со стороны это выглядело странно. И вот, наконец, я нашел удобное место, где можно пострелять по банке с колой. Я зарядил стрелу в арбалет за $10, прицелился и выстрелил. Стрела ударилась в банку, отскочила и улетела куда-то в кусты. На замедленной съемке видно, что стрела только слегка задела банку. Я прицелился и еще раз выстрелил. В этот раз я попал в банку, но стрела отскочила и не причинила банке никакого вреда. Вот такая вмятина осталась на банке. Этот арбалет слишком слабый, чтобы пробить банку с колой. А теперь давайте попробуем выстрелить из арбалета Кобра за $100. Вау, вы это видели? Банка просто взорвалась как бомба. Да, это было эпично. Давайте посмотрим, как выглядит банка. Ого, смотрите, как ее разорвало. Даже немного колы осталось внутри. Через это отверстие стрела вошла в банку, а с другой стороны образовалась вот такая огромная дыра. И кола под давлением газа вырвалась наружу. Кстати, а где же стрела? Ее просто нет, и я не знаю, куда она полетела. Я осмотрел все вокруг, но стрелу, к сожалению, так и не нашел. Она могла улететь куда-нибудь в кусты или застряла где-то глубоко в листьях.
Ну ладно, ничего страшного, такое бывает. А еще я увидел рядом вот таких огромных черных муравьев. Посмотрите на величину этого муравья рядом с моим пальцем. Судя по всему, это Camponotus vagus, муравей-древоточец, который живет и роет норы в деревьях. А сейчас, как я и обещал, будем расстреливать iPhone. Это 8-я модель iPhone, не 16-й, конечно, но все равно он целый, абсолютно никаких повреждений нет, абсолютно рабочий, даже посмотрите, камера работает. Все прекрасно, и сейчас мы его расстреляем, посмотрим, выдержит ли он выстрелы из мощного арбалета за $100. Я решил приклеить iPhone на эту мишень, чтобы было легче прицеливаться. Для этого я капнул немного горячего клея на заднюю стенку iPhone и прикрепил его к мишени. И вот что у меня в результате получилось. Кстати, можно включить какое-нибудь забавное видео на YouTube в то время, как я буду по нему стрелять. В общем, я повесил эту мишень с айфоном на лист пенопласта и включил забавное видео. Потом я отошел, прицелился и выстрелил. Я подошел к айфону и посмотрел, что с ним случилось. На экране зияла огромная дыра, а вокруг дыры расходилась паутина из трещин. Края экрана еще немного светились, и там были видны какие-то цифры, но экран не реагировал на касание. Как вы думаете, это поддается ремонту? Или уже все в мусор? С обратной стороны iPhone был абсолютно целый. Я потрогал его, не нагрелась ли батарея, но все было нормально. Ну что ж, друзья, вот такие повреждения нанесла стрела от арбалета Кобра. И это очень похоже на удар от пули, а не от стрелы. Вы можете себе представить, какая у него мощность.